В 7 лет он перестал говорить. Совсем? Не потому, что не мог, он не хотел. Мир оказался слишком громким, слишком жестоким, слишком непонятным. После смерти отца и ухода матери в запой он замкнулся. Его поселили в приемную семью, потом еще в одну, и еще в каждой – холод. В каждой – равнодушие. Но однажды, в один из таких новых домов, его встретила она, старая дворняга, с умными глазами и потрепанным ухом. Она подошла к нему первой, не с лаем, без рычания, просто села рядом и положила морду ему на колени. Он впервые за полгода не оттолкнул кого-то, не убежал. Он просто положил руку на ее голову и прошептал: «Привет». Это была первая фраза за 189 дней. Никто не слышал, только она. С тех пор он говорил только с ней. Каждый день, утром, вечером, шепотом. Он рассказывал ей все: о страхах, об одиночестве, о том, как не хочет идти в школу. В школе над ним смеялись, дразнили, учителя называли его проблемным. Но когда он приходил домой, садился рядом с ней и начинал говорить, он снова становился собой. Ее звали Жуля. Она была старой, но терпеливой. Она слушала, как будто понимала каждое слово. Он читал ей книги, рассказывал о снах, показывал рисунки. И все, что не мог сказать людям, он говорил ей. Она стала его миром, его тишиной, его голосом. В 11 лет одна из приемных семей решила отдать его обратно в систему. Сказали, он странный, молчит, вечно с собакой разговаривает. Но нашлась женщина, психолог из школы. Она увидела в нем не проблему, а ребенка, который просто ищет точку опоры. Она начала работать с ним. Через рисунки, через сказки, через собаку. Она поняла, если хочешь достучаться, иди через Жулю. Сначала она приходила домой и просто наблюдала. Потом начала говорить с ним, через Жулю. «А что Жуля думает об этом?» – спрашивала она. Он отвечал. Сначала робко, потом увереннее. Так через собаку он снова начал общаться с людьми. Сначала по чуть-чуть, потом больше. Он все еще был тихим, но начал открываться. И однажды на школьной сцене он вышел и прочитал стихотворение. Его голос дрожал, но в первом ряду сидела Жуля и смотрела прямо на него. Он знал, она рядом, значит, он может. В 14 лет Жуля умерла. Старость. Сердце. Он плакал впервые за много лет. Он сидел рядом с ней, держал лапу и шептал: «Спасибо тебе за все». Это был конец. И начало. Вместо того, чтобы закрыться снова, он решил, что будет помогать таким же детям, как он. Тем, кто не говорит, кто боится, кто не знает, как найти слова. В 16 он начал волонтерить в приютах. Писал рассказы о животных, которые ждут хозяев. Его истории брали за душу. Люди приходили и забирали собак. Потом он начал снимать короткие видео. В каждом история одной собаки и одного ребенка. Простые, честные, настоящие. Эти ролики разлетелись. Один из них увидел кинорежиссер и пригласил его стать соавтором фильма о детях с особенностями. Фильм получил приз на фестивале. Сегодня ему 23. Он зоопсихолог и детский терапевт. Он работает с детьми с аутизмом, ПЦР и эмоциональной травмой. И знаешь, как он начинает работу? Он садится рядом с ребенком, с собакой, и просто слушает. Однажды он сказал: «Я не говорю, что собаки лечат, но они становятся мостом, а иногда единственным голосом, который ребенок готов услышать». У него дома живут 2 собаки. Одну он назвал Жуля, в честь той, первой, что когда-то услышала его в полной тишине. Он говорит, что каждый ребенок должен иметь право на тишину, в которой его поймут. Он говорит, что не каждый нуждается в большом количестве слов, иногда достаточно одного существа, которое просто будет рядом. Он выступает на конференциях,
делает документальные ролики. Его проект называется «Голос рядом». И в каждом он сам. Тот самый мальчик, который говорил только с собакой, который научился снова говорить. И теперь помогает другим находить свой голос, даже если сначала он звучит только для одного единственного существа. Он больше не молчит. Он не боится, потому что однажды кто-то услышал его, когда весь мир молчал. И теперь он делает то же самое для других. Он просто сидит рядом, слушает и ждет, когда ребенок впервые скажет «Привет». Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!